Это обычная газовая горелка для обычного ватсангового баллона с газом. Итак, никогда не делайте с газовой горелкой и цанговым баллоном вот это. Не повторяйте мои действия, это может быть опасно. И сейчас я покажу, почему это опасно, а потом покажу и как избежать опасности. Итак, наглядно, почему это опасно. GoPro, стоп видео. А теперь наглядно. Почему при горизонтальном положении газового баллона вниз вот этим вырезом получается настолько много огня. Несмотря на то, что и баллон, и газовая горелка полностью исправны. В баллоне находится сжиженный газ в виде жидкости. Причем даже в новом и полном газовом баллоне, таком как этот, который еще не использовался ни разу, жидкость занимает не весь объем баллона. И это хорошо слышно при взбалтывании. Жидкость шумно взбалтывается, потому что в новом баллоне минимум 10% объема занимает так называемая газовая паровая подушка, необходимая для того, чтобы предотвратить разрушение баллона из-за расширения жидкости при увеличении температуры. При правильном использовании в горелку должен поступать газ, именно в газообразном виде, из объема газовой паровой подушки. Это нормальный безопасный способ сжигания газа с помощью газовой горелки. Внутри такого цангового газового баллона, если его аккуратно вскрыть, разумеется, вскрыть только после того, как в баллоне совсем не останется газа под давлением. Так вот, внутри можно увидеть не только пустоту и стенки баллона, но можно увидеть и конструктивную причину, из-за которой в одних положениях баллон с горелкой работает нормально, а в других положениях работает ненормально и даже опасно. Хорошо видно, что к выходному устройству баллона изнутри присоединена изогнутая под прямым углом трубка, по которой газ и должен выходить из баллона. Причем входное отверстие трубки расположено ровно напротив наружного выреза. Поэтому по положению выреза всегда можно понять, и куда направлен конец трубки. Вырез вверх и трубка вверх. Если вырез вниз, то и трубка вниз. Теперь становится очевидно, что избежать показанной опасности можно очень просто. Достаточно при горизонтальном положении баллона развернуть баллон разрезом вверх, чтобы конец трубки находился в верхней части баллона, в области газовой паровой подушки. Ведь паровая подушка всегда вверху, она легче жидкости, всплывает вверх. Это можно увидеть на примере этой мини-горелки с прозрачным газовым баллоном. Видно, что в любом положении сжиженный газ ведет себя так же, как вода. Жидкость внизу, а паровая подушка вверху, над поверхностью жидкости. Точно так же и когда баллон расположен вертикально, как здесь. При этом газ и выходит именно в виде газа и горит нормально. Если же лежащий горизонтально баллон повернуть разрезом вниз, конец трубки окунается в жидкий газ, и жидкость засасывается по трубке в горелку. Сам по себе жидкий газ гореть не может, но попадая в воздух, газ быстро испаряется, то есть переходит из жидкости в газообразную форму. При этом объем газа увеличивается примерно в 250 раз по сравнению с его объемом в жидком виде. И это дает целое облако газа. А в показанном мной случае облако горящего газа. Причем при первых же признаках опасности я успел перекрыть подачу газа из баллона в горелку. Закрутил. До появления наибольшего облака горящего газа. Но снять горелку с баллона уже не успел. Потому что вся горелка вокруг чуть позже была в облаке огня. То есть испарялся и выгорал газ, оставшийся в горелке. В это время газ из баллона уже не шел. Руки сунуть я туда уже не мог. Поэтому пришлось открутить горелку с баллона, используя землю в качестве опоры. В конце этого видео можно видеть, что баллон остался у меня в руке. А вот упавшую на землю горелку, вылетевшую за пределы кадра, я уже дотушил, сбив пламя обутой ногой. История закончилась хорошо. Никто не пострадал, все целое. Остались исправными и газовая горелка, и газовый баллон. Пользовался потом еще несколько дней в походе, готовил еду. Все нормально. Наконец-то еда горячая. Ну, конечно, лучше ситуацию до таких опасных происшествий не доводить.
Работая с газом, всегда стоит помнить, что это горючее вещество. Причем при сильной концентрации в смеси с воздухом газ просто горит. А вот при слабых концентрациях, примерно от 5% до 10% газа в смеси с воздухом, возможен и взрыв. Так что мне повезло, что газ изначально просто горел. Это видео – повод подумать, что бы вы сами делали в подобной ситуации. Как могли бы избежать подобных аварий? Если у вас есть схожий опыт, полезная информация и годные идеи, поделитесь в комментариях. Хотелось бы, чтобы под этим фильмом получилось полезное информативное обсуждение с потенциально эффективными идеями. По возможности без критики чужого опыта и навязывания мнений другим людям. Спокойно, логично, вдумчиво. Заранее спасибо за адекватность и понимание. Кстати, вот такой простейший вариант. Обычную газовую горелку, не походную, использую вот так. Ну, не сказать, что оно прям сильно равномерно получается. Ну, во-первых, у меня и котелок-то нестандартный, четырехугольный, овальный, длинный, с небольшим наклоном. Баллон главное не делать, чтобы вот этот вырез, который на баллоне вот здесь, главное, чтобы он не был внизу. И при этом, чтобы баллон не был горизонтально. Когда наклон, в принципе, нормально, все равно. Но если положить горизонтально, я покажу, что бывает. Теперь ты уже показал. Просто здесь вот так выходит пластмассовая трубочка. И вот сюда изгибается в сторону прорези вот этой зазора. То есть вот здесь получается край трубочки. Проблемы вызываются тем, что жидкий газ попадает сюда в систему. И тогда он горит. Очень сложно мне эту штуку было потушить. Я уже ударами об землю ее скинул, скрутил. Потому что руки сюда практически невозможно было засунуть. Она все пылала, вот до сюда пламя вот так было. Везде, со всех сторон. Ну, понятно, газ во все щели пер. Я знал, что там так трубочка расположена, что так наклонять не стоит. Вначале просто баллон положил сюда концом, вот на горизонтальный камень. Получилась такая проблема. Аналогичная проблема может случиться, к примеру, и с бытовыми или туристическими газовыми горелками вот такого типа, где газовый баллон конструктивно устанавливается горизонтально и может быть установлен разрезом вниз, случайно, по ошибке или по незнанию. Так называемой защиты от дурака потребителя со стороны производителя в горелке этой конструкции нет. Вернее, защита есть, но она для дурака не полного, достаточно внимательного и с базовыми знаниями. Сейчас поясню. Здесь есть упор, вот здесь, вот этот маленький выступ. Вот это. Если вставляется правильно, то есть разрезом сразу больше вверх и поворачивается вот так вот, именно в эту сторону, то в итоге разрез и оказывается вверх. Но если вращать в эту сторону, вполне может стать разрезом вниз, вот так. Естественно, то же самое, если, например, вставлять изначально разрезом вниз, так вот. То есть вполне можно поставить вот так, полностью разрезом вниз. Ну и вообще такая конструкция, что можно повернуть вообще куда угодно. Практически. Вот поэтому и стоит смотреть так, чтобы в итоге получилось вот такое положение для безопасности. Ну а в горелках пистолетного типа, про которые говорили чуть раньше, вообще конструкция изначально такова, что разрез в любом случае всегда получается с тыльной стороны горелки. Поэтому если располагать газовый баллон горизонтально и пламенем вверх, то разрез всегда получается внизу, и конец трубки тоже находится в жидкости. Поэтому для безопасности лучше баллон с такой горелкой вместо горизонтального положения ставить вертикально, как в этом случае. Или под наклоном, как в этом случае. Ну и добавляем огоньку. Вот пока и все. Если видео оказалось полезным и информативным, подпишитесь на канал,
Лайки и комментарии тоже приветствуются. Ах да, чуть не забыл. Если у газовой горелки есть газовый шланг, это вовсе не означает, что горелка абсолютно безопасна. Правила те же. Если что-то пойдет не так, проблемы могут быть гораздо сложнее, чем от обычной свечки. Так, посмотрим, что там у нас. О, нормально. Вот на 4 свечках саможарить. Вот теперь точно все.